Уважаемые коллеги, добрый день. Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России. Повторяю, у нас и руководитель правительства, в том числе Денис Валентинович Мантуров, которого я просил лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях, и руководители регионов. Это Белгородская область, Брянская, Курская область. Давайте начнем работать. Денис Валентинович, вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я начну, если позволите, в первую очередь с Курской, там, где идет интенсивная темп эвакуации жителей. На сегодня из опасных районов отселено 115 тысяч человек. Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест. Для обеспечения их функционирования правительством подготовлено решение о выделении на эти цели дополнительно 1 900 000 рублей для МЧС. Эвакуированным жителям Курской области продолжаются единовременные выплаты в части принятого вами решения по касаемо 10 тысяч рублей. Является регулярно, оперативно на пополнение этой статьи средства. Что касается выплат 15 тысяч рублей по линии МЧС, средства начали поступать на счета граждан. Эта процедура занимает чуть больше времени, чтобы ускорить обработку заявлений, а их на сегодня уже более 100 тысяч. К работе дистанционно привлечены сотрудники МФЦ других регионов. Это дает возможность обрабатывать большее количество заявлений в час. Учитывая объем положенных выплат, правительство превентивно подготовило уже решение о выделении на эти цели еще 713 миллионов рублей, крайне доведенным, и 858 миллионов рублей будет дополнительно направлено на оказание гражданам помощи в связи с утратой имущества. В целом по Курской, Белгородской, Брянском областям постоянно отслеживается вся проблематика. Вчера буквально мы провели с главами регионов совещание. По его итогам профильным ведомствам дан ряд поручений, в частности, по проработке вопроса возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяйственным предприятиям и промышленным. Мы в прошлом году уже по Белгородской области такие решения принимали. Это было 1 700 000 по промышленным предприятиям и 500 миллионов мы выделяли тогда на докапитализацию Фонда развития промышленности. Считаю необходимым, и мы уже с Минфином вчера эту тему отработали, обеспечить выплаты, в том числе и по уже накопленным ущербам по этим отраслям и секторам промышленности, по обрабатывающим и по сельхозпредприятиям. Кроме того, Белгородская область просит помочь по специальному транспорту. Обязательно найдем возможность, чтобы обеспечить оперативные поставки. Конечно же, приближается 1 сентября, и особое внимание уделяем организации учебного процесса. Прежде всего, конечно, это по Курской области. Этот вопрос на контроле у Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы с ним регулярно сверяем часы. Сейчас завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат. А что касается детей, выехавших из региона, они без какой-либо бюрократии смогут учиться в школах по месту нахождения. Это основные вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед правительством. Значит, в оперативном порядке, как я уже сказал, с коллегами на связи.
и отрабатываем все заявки, которые поступают. Спасибо. Мои коллеги доложат по другим вопросам по компетенции. Ладно. Значит, сейчас послушаем руководителя регионов, а потом вернемся к членам правительства. Смирнов, пожалуйста, Алексей Борисович. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, также работает штаб КТО. По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали 8 районов Курской области с численностью жителей 152 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 190 человек. Осталось 19 376 человек. Продолжаем отселение людей в безопасные места. Люди размещены в пунктах временного размещения и у родственников. Всего развернуто 524 лагеря временного размещения вместимостью 64 тысячи человек. Из них 20 тысяч развернуто Москвой, 25 тысяч в других регионах. Всего в них размещены 12 257 человек. Из них 3407 дети, 633 инвалида. В каждом работает психолог, также оказывается бесплатная юридическая помощь. С территории Курской области в другие регионы вывезено 3430 человек. Трехразовое питание обеспечено. Гуманитарная помощь поступает практически из всех регионов страны. Запасов воды, еды и предметов первой необходимости достаточно. По медицине свободно 2193 коек для взрослых, 425 для детей. Всего 2618. Запас лекарственных препаратов и крови достаточный. Организована круглосуточная работа службы 112. Количество поступивших обращений 84 290. В том числе по эвакуации, по выплатам, по розыску родственников, по ущербу, по размещению, по восстановлению документов. Для выплаты единовременной материальной помощи гражданам по 10 тысяч рублей из федерального бюджета поступило 820 миллионов рублей. Для единовременной выплаты по 15 тысяч рублей в связи с введением режима чрезвычайной ситуации федерального характера из федерального бюджета поступило 600 миллионов рублей. Выплату уже получили 41 106 человек. Совместно с Министерством цифры России разработан механизм о пересмотре заявлений, по которым ранее был дан отказ, без подачи новых заявлений. Оповестим об этом граждан через обзвон и СМС. Для обработки поданных заявлений привлекли дополнительно людей, в том числе и других регионов. Над этой задачей трудится более 400 сотрудников. Что касается выплат по 15 тысяч рублей на человека, учитывая, что это те же граждане, которые обратились за материальной помощью в 10 тысяч, предлагаю выплаты им осуществить в автоматическом режиме. Оценка ущерба, причиненного гражданам, затруднена. В то же время с УВД собираем заявления о транспортных средствах, которые не удалось вывести из отселяемых районов. Их регистрация приостановлена. Продолжается работа по выдаче сертификатов на переселение из 5-километровой приграничной зоны. Выдано 209 сертификатов на переселение 413 гражданам. Кроме того, от жителей поступают просьбы разрешить, помимо приобретения на рынке жилья, направить денежные средства по сертификату на восстановление поврежденного жилья, либо новое строительство с сохранением собственности на земельный участок. Люди не хотят уезжать. Продолжаем работу по определению суммы ущерба промышленным предприятиям и сельхозтоваропроизводителям. Подготовлены решения о начале учебного года. В зависимости от ситуации это будет как дистанционное
форма обучения в тех районах, которые отселяются, смешанная, примыкающая к ним, или очная. Идет комплектация учебников и ноутбуков. Ведем подготовку к осенне-зимнему сезону, в том числе на территориях, жители которых отселены. Принимая во внимание, что плату с потребителей мы там отменили с 1 августа, в то же время нельзя допустить замораживания систем отопления, принято решение о создании централизованной областной аварийной службы. Все мероприятия осложняются существенно возросшим количеством воздушных атак, которым подвергается в настоящее время Курская область. Ситуация находится на контроле, взаимодействие со всеми министерствами и ведомствами, регионами России осуществляется круглосуточно. Доклад закончил, готов ответить на вопросы. Ладно. Вот это то, что я хотел спросить у вас и у других руководителей регионов. Контакт с силовыми ведомствами, Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС действительно налажен и организован в таком постоянном режиме онлайн? В Курской области контакт налажен, полный и круглосуточный. Хорошо, ладно. Значит, теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тысяч дополнительно в автоматическом режиме. Полностью согласен, так и нужно сделать. И спасибо большое. Прошу коллег это учесть. То же самое касается сохранения собственности на земельные участки. И прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Но все остальные вопросы, они жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме тоже. Если какие-то вопросы будут возникать, сразу на меня выходите, звоните. Но я вам еще после совещания перезвоню, поговорим сегодня. Так, пожалуйста, Богомаз Александр Васильевич. Добрый день, уважаемый Вадим Владимирович. У нас обстановка вчера была сложная. На область было совершено 23 беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет. Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны, прорыв государственной границы в Климовском районе. Но силами погрануправления ФСБ России, Министерства обороны, они были отброшены, противнику нанесли огневое поражение. Вчера обстановка в месте боестолкновения стабилизировалась, в настоящее время находится под контролем оперативного штаба. Если говорить о взаимодействии всего силового блока, власти, Министерства обороны, управления, то оно налажено, все находятся на связи и находятся на связи 24 часа в сутки. И вот вчера, когда была данная ситуация, то сразу все принимали решения, и потому нужно исцелять людей или не нужно исцелять людей. И вот потом, когда все было готово для исцеления людей, но это нам не потребовалось. Также в рамках полномочий оперативного штаба в 6 пограничных районах уже проведены учения по экстренной эвакуации жителей в случае возникновения такой необходимости. Для этого у нас готовы 12 ПВР для размещения 1580 жителей. При необходимости можем развернуть до 32 тысяч человек. В настоящее время с Курской области на территории Брянской области прибыло 536 человек, в том числе 148 детей. 49 дошкольного возраста и 99 школьного возраста. Со всеми семьями проведена работа, они находятся в разных муниципальных образованиях. Решен вопрос с предоставлением мест в детских садах и школах. В ПВР размещено 52 человека, в том числе 17 детей. Мы работаем с каждой семьей, особое внимание уделяем оформлению документов для получения социальных выплат. Для этого сотрудниками Фонда социальной защиты и Пенсионного фонда выезжают каждому прибывшему, помогают оформить все необходимые документы. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением от 8 октября прошлого года о формировании территориальной обороны, в Брянской области в прошлом году территориальная оборона была сформирована. Вся работа проведена. Руководит сегодня теробороны генерал-майор ВДВ. Подразделение укомплектовано и оснащено всем необходимым. Совместно с Росгвардией решен вопрос по легкому и тяжелому вооружению подразделения. В настоящее время совместно с Росгвардией УМВД по Брянской области подразделение осуществляет выполнение задач
в рамках своих полномочий в 6 приграничных районах. Все мероприятия по обеспечению территориальной обороны мы выполняем за счет областного бюджета. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас рассмотреть вопрос о финансировании данных мероприятий с федерального бюджета. Оно тогда было в вашем поручении, и нам Минфин отказал. Мы сегодня все это делаем за счет областного бюджета. Во-первых, мы могли бы и снизить нагрузку на бюджет, а он у нас, такой можно сказать, бедный. Вот. Ну и расширить количество участников территориальной обороны. Владимир Владимирович, готов ответить на вопросы. Вопросы какие-то, кроме этого, кроме финансирования теробороны, что, безусловно, нужно сделать? Министр финансов на связи у нас, мы еще это обсудим. Другие вопросы социального характера, помощи людям и Брянской области, и тем, кто к вам приезжает, есть какие-то нерешенные вопросы? Владимир Владимирович, таких вопросов на сегодня нет. Людям мы выплачиваем то, что имущество потеряли за счет областного бюджета. Вот. И социальные вопросы мы решаем здесь со всеми, в том числе и тех, кто к нам приехал. Хорошо, спасибо. Гладков, пожалуйста, Вячеслав Владимирович. Белгород. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Вы задали вопрос по уровню взаимодействия с силовыми структурами. Хотел доложить о том, что взаимодействие налажено. В последнее время, благодаря личному решению министра обороны, особенно меняется взаимоотношения с Министерством обороны в лучшую сторону. Уверен, что все это взаимодействие приведет к изменению ситуации в части защиты населения. В целом ситуация продолжает оставаться сложной, в первую очередь за счет обстрелов ствольной артиллерии, РСЗО и атак беспилотных летательных аппаратов. За последнюю неделю было ранено 19 мирных жителей. Продолжаем восстановление жилья. К сожалению, Белгородский район, Шебекинский округ, Шебекино затруднено восстановление, потому что каждый день 3-5 атак на населенные пункты и есть угроза для строителей. Поэтому сейчас выбираем оптимальный механизм восстановления, потому что, понимаем, впереди осень, восстанавливать нужно, но не за счет риска жизни строителей. Поэтому пытаемся сейчас отладить этот механизм. Уверен, что мы договоримся с людьми и не получим еще больше проблемы. Но понимаем, что люди, которые пострадали, точно заслуживают сейчас больших усилий. В этом направлении работаем. По 35 населенных пунктов у нас сейчас закрыто. В связи с этим я очень вам благодарен за то, что быстро были приняты решения после моего обращения к вам на предыдущей встрече в отношении списания ипотеки по разрушенному жилью. Денис Валентинович вместе с Центральным банком отработали в течение суток, и этот вопрос сейчас уже механизм начинает работать. Также произошло выравнивание выплат, потому что мы видели, что между выплатами Курской области и Белгородской области существует разница, что создавало социальную напряженность. Сейчас этот вопрос решен. В связи с этим сегодня направим в адрес правительства и Министерства финансов заявку на выделение средств на выплаты по 15 тысяч и по 150 тысяч по тем населенным пунктам, которые закрыты, и там, где у нас началось уже переселение. Сейчас предварительный ущерб по сельхозпредприятиям у нас будет порядка 3 миллиардов, но мы сведем все это скорее всего в конце октября и направим заявку точно так же на рассмотрение правительства. По бизнесу порядка 1 миллиарда рублей. Но вот отдельно хотел попросить, если есть возможность, оказать содействие по помощи в 300 миллионов рублей на малому и среднему бизнесу. У нас была такая поддержка благодаря вашему решению. 3 МРОТа на компенсацию по отдельным АКВЭДам. Сейчас много проводим встреч, бизнес страдает из-за того, что деятельность там зачастую частично или полностью остановлена. Очень не хотим, чтобы люди уезжали, поэтому эта поддержка нам очень важна. Отдельное обоснование мы предоставим.
В пунктах временного размещения в области сейчас находится 3000 человек, за пределами региона 1000 человек в пунктах временного размещения в 5 регионах. Благодаря вашему решению более 6000, а точнее 6171 ребенок находится за пределами в детских оздоровительных лагерях. Начинаем учебный год. В 113 школах у нас будет дистанционное обучение в городе Белгороде, в Белгородском районе. Мы провели работу с родителями, каждый родитель написал заявление, было право выбора очное или дистанционное. Поэтому мы приняли такое решение, что родитель в зависимости от обстановки может в течение учебного года принять любое решение, там, переживает, значит дома. Если чуть-чуть переживаний стало меньше, значит очное в школе. Поэтому видим, что в этом опять есть риск в том, что родители, думая о будущем детей, исходя из того, что дистанционное обучение, безусловно, немножко проигрывает очному, начинает думать о переезде в другие регионы. Поэтому сейчас опять без риска для жизни детей, предусматривая большое количество мероприятий, например, строительство укрытий, увеличение защиты в рамках антитеррора, укрытие бетонное ставим и на детских площадках, на спортивных, перед входом в школе. Там, где нет подвалов, формируем зоны, которые позволяют спрятаться от осколков, пленку на окнах, которая удерживает осколки. И, безусловно, занятия оказания первой медицинской помощи и поведение в сложных ситуациях, связанных с обстрелами. То есть у нас такие занятия всегда проходят каждый день. С начала года мы провели уже порядка 15 тысяч таких занятий. Эту работу будем продолжать. Какая просьба в этой части? Очень благодарна Министерству цифрового развития, помогает с восстановлением вышек сотовой связи, но слишком часто противник их разбивает, и дети, которые проживают в муниципалитетах, при фронтовых, они при отсутствии интернета разрывается связь с учителем. Поэтому единственный выход в этой части — мы просим рассмотреть вопрос о выделении дополнительных денег на прокладку оптоволокна. Расчеты такие есть, обоснования мы готовы предоставить. И будем рассчитывать на помощь правительства в части того, что, понимаем, лето закончилось, освободились санатории, детские лагеря, и дети и Шебекинского округа, и Грайворонского, Краснояружского, Борисовского, Валуйского округов мы будем просить по четвертям отправлять в другие регионы, там, где есть возможность безопасно и очно получать образование. В принципе, у нас прямой контакт с главами регионов есть, но через правительство тоже будем запрашивать дополнительные организации взаимодействия. Готовимся к отопительному сезону, понимаем, что, исходя из оперативной обстановки, он может быть достаточно сложный. Приобретаем, сейчас выполнена работа полностью по созданию резервной генерации по всем центральным районным больницам, прифронтовым, это 9 муниципальных образований, все объекты водоканала и по водоотведению и водоснабжению. Сейчас это порядка 300 миллионов рублей мы потратили собственных денег. Мы направили около 100 миллионов на приобретение резервной генерации для всех объектов здравоохранения по всей области, но наши предприятия энергоснабжающие готовятся к сложной зиме. В связи с этим у нас есть достаточно большие риски по потере отопления в крупных населенных пунктах, например, в Белгороде. В связи с этим мы знаем, что на уровне Министерства строительства Российской Федерации формируются отдельные площадки, где собирается оборудование, которое, возможно, в случае крупных аварий в целом по стране, может быть оперативно доставлено в аварийные города. Как вариант для наших регионов, для Курской, Брянской и Белгородской области, может быть, на территории Воронежа, сформировать именно вот в первую очередь мобильные котельные, дополнительную резервную генерацию, генераторы
средней и большой мощности, чтобы в зависимости от ситуации или в Курске, или Брянске, или Белгороде можно было бы оперативно оказать нам помощь. У меня все. Да, и прошу прощения, еще вот Богомаз Александр Васильевич сказал о том, что с просьбой поддержать финансирование из федерального бюджета в рамках вашего поручения, которое было оформлено, тоже поддерживаю это предложение по самообороне. У нас полки сформированы, мы можем вывести достаточно большое количество, от порядка 6 тысяч человек, это 2 полка, которые уже сейчас выполняют боевые задачи по всему приграничью. Но понимаем, что обеспечить, например, содержание такого количества, они все выполняют сейчас эту задачу абсолютно бесплатно. Сейчас, исходя из сегодняшней обстановки, и вчера тоже отрабатывая в рамках поручения министра обороны, понимаем, что без системной поддержки в части оплаты нашей самообороны мы сами не справимся. Поэтому поддерживаю Брянскую область. Спасибо. Значит, Денис Валентинович, я в заключение еще дам вам слово вот по тем вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором Белгородской области. Это финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей, тех, кто отдыхали в отдельных регионах страны, определение детей вне территории Белгородской области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону. Вот просто прикиньте это все. Потом, конечно, обязательно должен будет на эти касающиеся его вопросы ответить и министр финансов. Сейчас, просто пока вы это все сложите, все вместе, хочу предоставить слово Хуснуллину Марату Шахерзяновичу. Мы с ним с утра обсуждали вопросы, связанные со строительным сектором во всей пограничной зоне. Попрошу его сейчас коротко и еще раз, так чтобы и коллеги услышали, доложить ситуацию. Пожалуйста, Марат Шахерзянович. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему указанию правительство совместно с регионом ведет системную работу по поддержке граждан, потерявших жилье в результате обстрелов. Вопрос связан с обеспечением жильем, восстановлением инфраструктуры и подготовкой к осенне-зимнему периоду обсуждаем практически ежедневно на рабочей группе по специальному инфраструктурному проекту. У нас полное взаимодействие со штабом КТО, они принимают участие с нами совместно, поэтому все решения вместе с губернатором и штабом КТО принимаем. Все обращения, которые идут от губернатора, каждодневно рассматриваем. Все, что можно, оперативно принимаем решения. Необходимое финансирование выделено по заявкам регионов. Мы сформировали необходимое количество и строительных ресурсов, и трудовых ресурсов, и необходимое количество техники. У нас есть одно из направлений – это восстановление жилья. Мы работаем здесь по 2 направлениям. Первое – это компенсация за утраченное жилье и осуществление капитального ремонта. Остановлюсь на Курской области. На приобретение жилья Курской области выделено 1,8 миллиарда. Выплаты получили 205 семей из 300 запланированных. Вчера на правительстве мы выделили еще 10,7 миллиардов. Это позволит приобрести жилье еще 1916 семьям. Также в Курской области выделено 300 миллионов рублей на капитальный ремонт жилья, пострадавшим от обстрелов. Это позволит выплатить 390 семьям. Всего поддержку считаем, что получит 2600 семей. Выплаты представляются по заявлению граждан. Регионом организована работа по приему таких заявлений. По мере формирования дополнительных заявок от региона правительством будет оперативно выделяться необходимое финансирование. Такая же работа выстроена в Белгородской и Брянской области с губернатором на постоянной связи. Также мы сейчас уже начали оценивать всю поврежденную инфраструктуру, социальную, дорожную. Договорились, что мы делаем сейчас сметы, договорились, что мы делаем проект-сметную документацию при необходимости. И как только будет возможность, оперативно приступим к восстановлению этой инфраструктуры, в первую очередь дорожной. Вся эта работа у нас уже, в общем-то, собрана. Значит, готовимся к отопительному сезону. В целом, надо сказать, что если брать на круг по подготовке Курской
область подготовка на 76%, Брянска на 75%, Белгородска на 56%. Приняли решение о создании аварийно-ремонтных бригад, специальных служб. Действительно смотрим вопрос по мобилизации необходимых переносных котельных. Такой опыт у нас работы на новых территориях есть. Значит, я думаю, что в ближайшее время тоже эти вопросы решим. Все происходит в штатном режиме, вопросов нет. Спасибо за внимание. Хорошо. Спасибо. Мурашко, пожалуйста, Михаил Альбертович, по поводу медицины во всех этих областях. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, в Курской области 8 пунктов. Первое. Направили мобильный многопрофильный госпиталь в первый же день. Второе. Дополнительные бригады работают в численности 321 человек. Это высококлассные специалисты федеральных центров Москвы и области и ФМБА. Усилена служба скорой помощи. В общей сложности сейчас 187 бригад с привлеченными, в том числе из других субъектов Российской Федерации. Четвертое. Это организованы все пути эвакуации, полная координация как руководитель Всероссийской службы медицины катастроф, обеспечили полностью всю коммуникацию и взаимодействие с ФМБА, Роспотребнадзором и Россельхознадзором. По блоку вопросов, касаемо волонтеров, значит, обеспечили привлечение наших студентов-медиков, особенно в первые дни, было это крайне необходимо. По блоку вопросов обучения первичной медико-санитарной помощи, при оказании помощи, соответственно, подключены в наши вузы. Седьмое. Все, что касалось необходимых дополнительных ресурсов, урегулировано, председателю правительства доложено, все поручения даны, все в полном объеме обеспечивается. По Белгородской области дополнительно привлечены службы медицины катастроф, работают специалисты, также пути эвакуации отрегулированы все. Бригады в общей численности 115 машин скорой помощи. Ребята работают с высоченной нагрузкой, поддерживаем их всеми возможными способами и в том числе обеспечили безопасность, так же, как и в Курской области. Совместно с руководством региона хочу сказать, что находимся в полном контакте. Плановая помощь и в Курской области, и в Белгородской области перемаршрутизирована в медицинские организации, где это необходимо. Дополнительная потребность есть в специальном транспорте для Белгородской области. Докладывали на штабе у Мурата Шахерзяновича. Все поддержано, поэтому также вопрос сейчас будет решен. В Брянской области выезжали, организовали все пути эвакуации, взаимодействия. В случае необходимости 96 медицинских бригад скорой помощи работает. Пока нет необходимости привлекать дополнительных специалистов, но у нас система по вашему поручению медицины катастроф выстроена таким образом, что практически находится на сегодняшний день в полной боевой готовности. При необходимости разворачиваем и направляем специалистов, медиков там, где это необходимо. Потери коечного фонда в Брянской области нет, поэтому помощь оказывается в штатном режиме. По лицам, которые находились в ПВР, вся медицинская помощь оказывается, в том числе лекарственная помощь. Выезжал лично, посмотрел, как это все происходит в практике, поэтому все на полном контроле. Дополнительных вопросов нет. Спасибо, доклад закончен. Хорошо, спасибо. МЧС, пожалуйста, Куренков Вячеслав Александр Вячеславович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, из 9 муниципальных образований региона подлежало эвакуации свыше 152 тысяч человек, из которых свыше 114 тысяч эвакуированы. В основном люди убыли к родственникам и знакомым. В
В целях приема и размещения граждан, прибывающих с приграничных территорий, развернут оперативный штаб. Для проведения эвакуационных мероприятий спланировано 98 автобусов, 118 железнодорожных составов, которые будут применяться по необходимости в зависимости от оперативной обстановки. Всего же в 28 субъектах Российской Федерации размещено более 10 тысяч человек, из них свыше 2800 – это дети. Дополнительно подготовлены места для 44 тысяч человек. Работа по увеличению резерва ПВР продолжается. Организовано всестороннее обеспечение эвакуированным гражданам. Им оказывается необходимая медицинская, психологическая помощь, а также информационная поддержка. В круглосуточном режиме работает многоканальный телефон горячей линии, на которую поступило свыше 11 тысяч обращений. Кроме того, ведется работа по решению социальных вопросов эвакуированных граждан, в том числе связанных с трудоустройством, а также оформлением детей в детские сады и школы. В регионе продолжается работа оперативной группы МЧС России. В ее задачи входит координация действий сил РСЧС, организация мероприятий по эвакуации и жизнеобеспечению населения, а также доставки и распределению грузов гуманитарной помощи. Совместными усилиями в Курской области доставлено 2500 тонн различных грузов. Это необходимо для жизнеобеспечения граждан имущества, в том числе со складов государственного резерва. Автомобильная техника, электростанции, емкости для воды и установки для ее очистки, а также бутылированная вода, продукты, детское питание, средства личной гигиены и медикаменты. Общая группировка сил и средств в Курской области составляет около 2000 человек и почти 700 единиц техники. От МЧС России задействовано более 850 человек и 250 единиц техники. Хочу отметить, что при оказании помощи населению сотрудники МЧС, работники администрации субъекта и муниципалитетов, врачи и волонтеры регулярно подвергаются целенаправленным террористическим актам со стороны вооруженных формирований Украины. В этой связи для проведения гуманитарных операций организовано постоянное взаимодействие с подразделением Министерства обороны России и Росгвардии. В рамках наращивания группировки сил и средств в Курской области переброшены дополнительные силы МЧС России, в том числе сводный пиротехнический отряд. На сегодняшний день территория общей площадью свыше 10 гектаров очищена от взрывоопасных предметов. Подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС России усилен мониторинг радиационной обстановки на территории Курской, Белгородской, а также Ростовской, Запорожских областей и Республики Крым. В случае осложнения обстановки в готовности находится необходимый резерв сил и средств МЧС России. Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с решением правительственной комиссии, обстановка на территории Курской и Белгородских областей отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера и установлен федеральный уровень реагирования. На сегодняшний день в Курской области гражданам подано свыше 120 тысяч заявлений. Речь идет о единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей, которая уже оказана более 11 380 человек. При этом, чтобы разгрузить пострадавшие субъекты, часть заявлений жителей Курской области передается для обработки в другие субъекты. Хочу отметить Олега Николаевича Кожемяка, потому что впрямую и в электронном виде помогает он, Приморский край. 97 человек нарощено подразделение, сейчас будет увеличение скорости работы с гражданами. Выплаты в связи с утратой имущества временно не осуществляются, так как оперативная обстановка не позволяет комиссиям производить оценку ущерба. После ее стабилизации данная работа будет организована незамедлительно. Кроме того, в соответствии с вашим решением, в Курской области доведено 820 миллионов рублей на выплату единовременных помощи эвакуированным. Данная выплата производит субъект. Помощь оказана более 40 тысячам граждан. В Белгородской области также осуществляется выплата гражданам, пострадавшим в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Помощь уже получили свыше 18 тысяч граждан на общую сумму более 350 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Белгородской области выделена соответствующая дотация. Уважаемый Владимир Владимирович, обстановка находится на особом контроле. Работу продолжаем, доклад закончен. Хорошо. Спасибо. Силуанов, пожалуйста, Антон Германович.
Да, спасибо, Владимир Владимирович. По деньгам докладываю, что денежные средства на поддержку регионов выделяются в первоочередном порядке. Мы приняли на этой неделе правительством решение о том, чтобы те выделенные средства, которые еще не, так сказать, не освоены, могут быть оперативно, быстро перераспределены на те задачи, которые возникают, исходя из складывающейся ситуации. По предложению, которое сегодня прозвучали, тероборона. Представляется, что необходимо нам определить функционал сотрудников территориальной обороны вместе с силовыми ведомствами. Вот. Исходя из этого, определить потребности в оснащении и системе оплаты труда. Решим этот вопрос, значит, после того, как мы определимся с функционалом нашим силовым блоком. Оптоволокно. Готовы здесь вместе с операторами сотовой связи определить те, значит, регионы, те муниципалитеты, где это необходимо сделать. Где это необходимо сделать, вопрос также будет решен. По поддержке МСП. Мы в Белгороде уже оказывали такую помощь, значит, выплачивали в размере МРОТа, исходя из трехмесячного, значит, периода, такую поддержку. Также продолжим оказание этой помощи. Также хочу доложить, Владимир Владимирович, о том, что правительство приняло уже по Белгороду решение по отсрочке от уплаты налогов в приграничных регионах. И на этой неделе председателям правительства дано решение, аналогичное решение принять по Курску. Мы на этой неделе все необходимые решения по Курской области примем. Поэтому поддержка оказывается. Те вопросы, которые сегодня были озвучены, также будут отработаны и обеспечены финансированием. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Денис Валентинович, пожалуйста. С учетом того, что сейчас Антон Германович прокомментировал по МСП, по оптоволокну и подразделениям теробороны, возьму на контроль и точно на нем решение. Что касается просьбы Алексея Борисовича относительно получаемых сертификатов на жилье, чтобы сохранялась собственность на участок, то есть сегодня по правилам это переходит в муниципалитет, отработаем юридическую составляющую этого вопроса, с учетом того, что вы согласились, найдем оптимальное решение и примем нормативно такой акт. Но что касается определения детей для обучения в других регионах, ну, конечно, отработаем все. Я, собственно, уже сказал о том, что мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко в контакте и оптимально обеспечим комфортное обучение детей либо в тех регионах, куда они переедут, либо вот как коллеги сейчас предложили, отдельно по четвертям отправлять на обучение в освобождающиеся санатории и детские лагеря. Отработаем обязательно. Да, вот все это нужно сделать. И помощь малому и среднему бизнесу оказать, безусловно, сотовую связь наладить. И там, где необходимо, оптоволокно помочь протянуть. Детей определить в безопасные места для учебы на определенное время. Помочь подготовиться к отопительному сезону, безусловно. И предусмотреть соответствующее финансирование. Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно. Вот, Максима Станиславовича попрошу оформить все это, то, что мы сегодня обсуждали, в виде поручения. И исполнение должно быть наложено просто прямо сейчас.
Договорились. У меня еще один вопрос к Алексею Борисовичу Смирнову. Как ситуация на Курской атомной электростанции? Ситуация стабильная, на контроле. Прилетал Сергей Владимирович, мы вместе с ним, с руководством Росатома проводили там совещание. Все работает в штатном режиме. Хорошо. Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Еще раз повторяю, прошу подготовить прямо сейчас соответствующие поручения и приступать к их исполнению незамедлительно. Будем с вами в контакте, в постоянном оперативном контакте поддерживать отношения и при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают сейчас, конечно, прежде всего в социальной сфере для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи нуждаются с нашей стороны. Что касается вопросов безопасности, это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур, это отдельная тема. Надеюсь, что так, как и было сегодня доложено, взаимодействие между местными, региональными органами власти, между правительством, силовыми ведомствами налажено, и это тоже сыграет свою положительную роль в достижении тех целей, которые у нас здесь стоят. Не буду их повторять, они абсолютно очевидны. Всем спасибо, будем оставаться на контакте, а с Алексеем Борисовичем, как я сказал, мы сейчас свяжемся, еще дополнительно переговорим. Всего доброго.